Привет, мои бьюти-красотки! Сегодня я снова абсолютно без макияжа, это значит, что время творить красоту. Совсем скоро будет Хэллоуин, и выходит Малефисента. Ну и, конечно же, любая девушка всегда мечтала побыть хоть немножечко Анджелиной Джоли, поэтому давайте сегодня сделаем образ Малефисенты. Для начала нам необходимы ее фирменные рожки, поэтому мы будем их делать в домашних условиях. Поэтому вот такая основа для рожек у меня получилась, а вот так я ее сделала. Ладно, сделала не я, сделал муж, потому что мои руки вот такое чудо не сделают. Но на самом деле это очень просто, Нет, просто Катенька визажист. Это значит, что нужно беречь ручки. Ладно, просто Катенька лентяй. В общем... Начинаем с прически. Хорошенечко прочесываем наши волосы. Мы берем нашу голову и отделяем от уха, вот половиночку от уха до уха, то есть делаем ровный пробор поперек головы. Берем рога, одеваем на это место. И теперь аккуратненько берем прядочки, максимально тоненькие их берем и максимально плоско. И начинаем их рожки наши обматывать. Обматываем и закалываем невидимочками. Теперь берем еще прядочку и накручиваем уже в противоположном направлении. В общем, наша задача сейчас со всех сторон поднакручивать рядочек, чтобы наши волосы полностью наши рожки обняли. Немножко подбрызнем, чтобы убрать излишнюю лохматость, если она где-то проявилась. На самом деле очень крепко держится, с этим можно прям танцевать, отжигать. Это реально крутой образ для вечеринки. Мне безумно нравится то, что мы делаем. Прям классно. Вот такая красота у нас получилась. Очень, мне кажется, забавно. Реально очень красиво. Так, ну а теперь приступаем к макияжу. Малефисента у нас максимально светлый по макияжу персонаж, поэтому нам необходим самый белый тон, который у нас только есть. Самый белый тон из всех, которые я знаю, это вот 17. 01, по-моему, оттеночек он. Да, вот номер 1. Он реально очень белый, вот экстремально белый, поэтому мы будем использовать его и белую пудру. И теперь приступаем к самому главному. Это коррекция. У нас она будет максимально простая, сухая. Сухим корректором просто очень четкая. То есть Малефисента у нее здесь прям ярко выраженный, можно сказать, даже как
не скулы, а как ребринки такие, то есть острые кости. Поэтому нам очень важно здесь нарисовать четкую линию и растушевать ее только вниз. Коррекция желательно должна быть прям такой темно-коричневенькой. То есть у меня это прям такой коричневый холодный оттеночек. Можно даже использовать потемнее тени, еще что-нибудь. У меня отличный цвет есть, прям такой темненький, я его тоже немножко возьму. Давайте, чтобы было еще прикольнее, сделаем вот здесь уголочек. Идем дальше. Глаза у нее холодного коричневого оттенка, это что-то между смоки и просто таким уголочком, и это все максимально матовое. Такой небольшой уголок, совсем чуть-чуть, то есть мы начинаем от внутреннего века и заходим немножко наверх, то есть делаем графичность нашему глазу. Доделали наш задел на глазки, и теперь мы вернемся и сделаем коррекцию носика, потому что я просто про него забыла. На скулу именно вот это будет единственный шайн, который будет в этом образе. Я нанесу его на скулу, чтобы она еще больше у нас была выпуклая. Весь остальной макияж он максимально матовый, потому что у нее тоже это все абсолютно матовое, такой серьезный персонаж. Никаких тебе блесток. Теперь берем светлый оттенок матовых теней и наносим его на основную часть нашего века. И теперь подводочка. У Малефисенты есть стрелка, но эта стрелочка, она прям тоненькая-тоненькая, и у нее практически нет хвостика, то есть это птичка. То есть будем вести прямо вот по ресничкам, это должно быть очень тоненько. Теперь снова берем бочонка и самое опасное в нашем макияже сегодня черную тень. Нам нужно вот эту подводочку немножко теперь растушевать, растянуть в этот угол, чтобы это было не отдельные два элемента, а чтобы это сливалось прям в одну такую эффектную тень. И перед тем, как наносить ее на лицо, один раз тапаем на ручку, чтобы тень не осыпалась на скулу и потом, чтобы не подтирать лишнее, поэтому это очень важно стряхнуть. Ну, теперь самое сложное для меня это бровки, потому что у меня бровки достаточно широкие, я их отращивала 3 года для этого, а вот у Анджелины Джоли и у Малефисенты, соответственно, они прям узенькие, тоненькие, поэтому мы сейчас будем немножко перекрывать, наверное, нашу бровку и делать ее тоненькой. Теперь берем вновь наш тональничек. Сейчас немножко подведем еще краешек, чтобы было максимально четкая бровка.
Ну и завершим наш макияж глаз тушью. В принципе, чтобы было еще более похоже, еще более эффектно, можно использовать, во-первых, накладные реснички, а во-вторых, зеленые линзы. Будет вообще прям потому что у меня такие насыщенные зеленые глазки, но на данный момент у меня под рукой зеленых линз не оказалось, поэтому мы будем с кареглазой Малефисентой и с обычными, но ярко выраженными. То есть здесь очень важно нам прям максимально яркую тушь. Либо и в идеале прям объемные накладные реснички, то есть мы сейчас глазки выделим еще больше. Ну и теперь самое главное, это красные губы. Для этого нам понадобится Nubo Milibaci номер 7. 100% это именно то, что нам нужно, и вот это действительно необходимо купить для образа Малефисенты. И в принципе для красивых красных губ это лучшая помада семерочка. Это вот самый такой красный цвет для губ. Нам не нужны здесь слишком пухлые губы, поэтому мы рисуем их по контуру или даже немножечко меньше. То есть у нее они не огромные, не на все лицо. В случае Анджелины Джоли у нее же свои достаточно большие, они ей реально чуть меньше рисуют. Уголок получается не острый, то есть достаточно покатая вот эта вот ложбиночка. Чтобы губки... У Анджелины Джоли в Малефисенте она все время такая немножко с ухмылкой, поэтому мы чуть-чуть возьмем и протянем нижнюю губку как бы вверх, чтобы сделать такие буфочки. Теперь берем черный карандашик и прорисовываем уголки черным карандашиком, чтобы создать глубину цвета. Берем нашу огненную красную помаду и обрисовываем эту красоту. Вот такая Малефисента у нас получилась. Но, как мне кажется, просто для вечеринки это очень узнаваемый и супер эффектный образ, при этом сексуальный, красивый. Ну, в общем, я 100% в этом году на Хэллоуине буду Малефисентой. Если тебе понравилось, скорее переходи, подписывайся, нажимай на колокольчик, чтобы самым первым видеть все новые видео. И пиши в комментариях, понравился ли тебе такой образ и как тебе вообще такие варианты макияжа на Хэллоуин. Всем пока-пока, оставайтесь просто бомбическими красотками.